One up. Это место лютое, смотри, да? Потому что у них там уже... Вон цветные есть такие. Ну хрома уж все. А хрома А1, да, остался? How much? Снизу Sense dinner. А, здесь 490. Ну там также 700 стоит. стоит. Ну так 700 на 70, 490 на наши деньги. Том Кэт. Тут, да, хотел делать? Да. Нет. Это вент, Ну, который из Вардов. вообще на него похож. Ну, реально. Классно, классно. Это наш. Да?
Такие дома стороной тоже не обходят. Samo da pogledam šifru, znači imat ćete Wi-Fi, samo Так-то смотри, там можно сделать 2 куска или один большой. Да, и соседки фотки. Все равно будет это видно и бафить не будут. Поговорил с местными парнями, кто давно здесь рисует. Сказали, что за стрит штраф в районе 50 евро. Но если это историческое здание, то штраф, конечно, будет больше. Исторических зданий здесь много. Поэтому смотрите. Но так в целом люди вообще никак не реагируют на граффити. Не раз рисовали при всех. И никто слова не сказал. Поэтому к цветам здесь относятся неплохо. Остановили один раз копы, когда шли в спот с электричками. Они увидели тоже у нас банки, мы были уже в перчатках. Но ничего не сказали. Парни говорят, что мы артисты, типа граффити и все. Так что они думают, что ты пойдешь рисовать на улицу, и поэтому никаких проблем не возникло. В этом плане, конечно, круто. Так мы вряд ли вспомнили, как улицу сворачивать, а там удобнее было. Там эта улица была примерно посреди Вардну, это да. Вот стеночка тоже, да? Ну, я думаю, вы уж поняли, что бафят здесь крайне редко. Куски висят по 5-10 лет многие. Есть, конечно, улицы, которые забафаны из-за каких-то мероприятий, которые проходили крупные. А так всех прям по фасадам. И это никто вообще не бафит. Очень много около футбольного граффити, тегов. Здесь, наверное, фанатеют от футбола большинство жителей. Да? Или на следующий? Да, можно еще. Значит, обмен на валюту лучше взять с собой евро, а здесь уже менять их на местную валюту. Это будет проще всего. Он КЦБР кусок шариков.
В общем, тут нечего особо говорить, просто покажу нарезку, сколько здесь старых крутых граффити. А так это надо приезжать вживую смотреть. С учетом того, что здесь еще сейчас плюс 25, плюс 30 оказалось, а дома плюс 5, можно ходить в шортах, в футболке. Это, конечно, просто очередной граффити парадайз европейский. Да. Ну 600 с копеек, 640 может. Такой вот, походу... А, это митинг of Style здесь проходил. Прикольно. Ну, хром снизу, наверное, уже появился после митинга of Style. Банки продаются в магазине BioWalls. Там хардкор, МТН 94, Burner и 2G. Цены, ну, примерно что-то в районе 500, ну, это по местной валюте. Burner что-то 600 с небольшим стоил. Есть Mad Max, всякие ультравайды есть. В принципе, цены нормальные. Даже чуть дешевле, чем у нас получается. Поэтому как бы рисовать можно. Единственное, что магазин по воскресеньям выходной, как и большинство местных магазинов. Поэтому на это тоже рассчитывается. Мы приехали в воскресенье как раз таки и просили местных парней, чтобы они купили нам краску, а потом просто отдали им деньги. А так магазин до 6 вроде бы работает. А центр находится в минутах 20-30 пешком. Так что нормально. Чего из этого ожидать? Как будто бы вниз. Там адрес то ли А, то ли Б. Но он будет как... Да вот он по-любому. Что тут граффити магаз, по-моему, догадаться сразу можно. Вот он. Ну, вот так вот не тяжело найти граффити магазин. Йоси! Какой хороший. Сядем мы. Пойдем сядем. Такой вот магазин. Гостеприимный. Сразу предложили чая, посидеть. Продавец старый райтер. Beckman, do you want to drink something, man? Нет, Спасибо. So, he's on strong diet. How much years for this store? How? How much I'm renting? What? Yeah, this my, store, this this my shop. place. This is my place. Ah, This is my place. I buying with my father 11 years ago, something like that. ah. But And in Belgrade there is only this no, store? we have 2 more shops. Ah. Yeah, we have one skate and one smart shop. And they also sell cans. Yeah, But yeah, your shop is okay. Yeah. I'm Because when I in Google type Belgrade graffiti store.
Прикольно, что здесь еще не принято перекрывать друг друга. И даже маленькие куски, если они занимают много места, их все равно никто не кроет, и они висят. Даже видел флопы просто 2005 года, которые никто не кроет. И это на самом деле круто. В Доминикане, когда я был, там, да, Место хорошее. сидят парни.
пока ты просто не забывай, что еще это надо. Это езды примерно только час, ну минут 50, и плюс надо ж эту границу пройти, ну, паспортный контроль. Там народ чуть немного. Ну, на моем рейсе точно. Не, мы тут тоже быстро прошли. Я больше ходил просто. Вот эти ЦВГ прикольные куски. Не раз уже видел. Да, Мне да. прям нравится. Свил. Вот самый центр, 15-й год. И Коя, когда заехали, очень много ташков видели. Здесь, по-моему, чтобы местные графики снимать, камеру можно не выключать вообще. Просто идешь. Можно просто на голову одеть, аккумулятором 10 подключить, чтобы, знаешь, весь день снимало. И просто гулять. А, ну эти ты уже снимал. О, Анап. Темик, сфоткай тебя у Анапа. Я бы сфоткался. Там фаца в уголке. Вот эти такие. Кусок 2013 года в центре. Просто в какую сторону не посмотри. В центре везде прямо на фасадах куски. Но если нет торцов домов, как у нас, например, на которых можно рисовать. Поэтому здесь все лепят вот так. Выглядит круто, особенно то, что нет бафа. Санек спазм. А то, особенно то, что нет бафа, это вообще прикольно.
Загребе тоже много на домах куски висят, но, конечно, не в таком количестве. Ну, в Хорватии. Хорватия тоже прикольно, мне кажется. Ну, я вот в июне туда ездил. Да, А? Да, я туда ездил с ПЦРом прививки. Но сейчас они сделали, что нужен ПЦР. А, ну и Шенген нужен. Очень много фуксов в центре, флажков и У меня кусков. весь просто есть. СТУ тоже, он 2015 года висит. А Шенген типа делаешь, ну так это об этом я говорю, сняли, типа делаешь в определенную страну, да? Ну, у меня вот Вообще он в финский 2013 Шенген. подписан. Ну, у меня на 3,5 года. Я все не могу пытаться. Ну, типа, в любом моменте, допустим, Вот, я в Хорватии, да, взял, приехал, все. просто что, допустим, тоже сижу, мониторю билеты. Да все, что есть, все с Москвы. Слушай, у меня в Хорватию я тоже с Москвы ездил. Ну, то есть... Куда идем? Пойдем покушаем. Это платить там евро, время там, Нет. пойдем, где мы? Банк. Ну, не знаю, точно. Это сори никнейм? Просто там точно и чай будет. Забег, смотри. О, пойдем зайдем. Наткнулись на какую-то заброшечку. Надеюсь, бездомные собаки нас не съедят. Отличное имя. Сколько мест. Не понимаю. Ну да, по архитектуре прикольно, конечно.
Это мы еще не в самых, ну, как в старом городе. Да, погулять тут. Ну, днем я сюда вряд ли попаду, поэтому снял вечером. Около футбольного граффити. Здесь очень много. Это, конечно, пацаны заморочились с таких валиков так на такой высоте сделать. Прикольное место. Вернулись с трансфером в Белград. И, конечно, после Македонии, Албании и Черногории сразу понятно, что в Сербии граффити-рай по сравнению с остальными. Да, в Стамбуле я его встречал. Вот такие электрички в Сербии ездят под землей. Правда, говорят, что пару лет назад был баф. Тогда этого даже не бафили, и когда здесь рисуют, просто друг друга перебивают. До свидания.